Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши замечательные комментарии, за лайки, за подписки. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Что говорят о тебе друзья и недруги. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла ко мне на расклад? Ух ты. Что это вы тут в ярости? Это карты такие чудные. Какие-то сплетни, ярость, финансы. Сейчас, девочки. О чем это? Так, ярость, это вы в ярости? Дьявол. В чем это? Что за ярость вообще? Почему-то какой-то период у вас такой, девочки. Но это я не знаю, насколько вы тоже можете быть в ярости. Но мне так идет, как будто со стороны, инициатива со стороны женщин. Карта с глаз, дьявол, урожай. Как будто бы люди стараются... причинить вам неприятности, давайте так это назовем, да. При этом сплетни, вот, допустим, гадости какие-то вытворят, могут подставить, могут какую-то там гадость про вас сказать, могут спровоцировать даже вас на что-то. И тут же сплетни, тут же могут перекрутить, вот как-то вот все это преподнести. Это какие-то странные карты, честно говоря. При этом так, финансы это о чем? Карта выбор, тяжелая ноша. Выбор без выбора. Тут как будто бы вы где-то заложник ситуации получается. То ли, это конкуренция, да, если финансы на работе, то ли у кого-то просто зависть идет, не знаю, к вашему образу жизни, к вашему уровню какому-то. Почему-то финансовый подтекст такой. У кого-то, правда, тут женщины, это зависть, может быть, там, я не знаю, там пришли в какой-то обновке или там что-нибудь, кто-то узнал про ваш уровень материальный. А у кого-то тут, если там рабочие моменты, финансы, то желание где-то, может быть, конкуренция там за какую-то должность или элементарно выживание, так назовем это. Тут что-то такое, аккуратненько присмотритесь, кто там за вашей спиной, кто-то тут и в открытую, может, вам как противостоит. И помимо того, что противостоит, еще и сплетни распускает. А вы как будто бы для вас это тяжелая ноша, вот ту ситуацию, в которую вы попали. Вам приходится пока это тянуть. Карта Ропи особо вы не можете даже пока это изменить. Хотя по влюбленным выбор есть всегда, да, говорят, выбирать сердцем. Уж не знаю. Так, давайте по поводу именно этой ситуации. Как это? При этом почему-то сейчас на вас характеристика говорят, вот вы как будто бы уже длительное время с этими какими-то энергиями сталкиваетесь, с этим окружением, может быть. Вы это даже считываете. Тут карта ангел и усталость. Как будто бы вы старались то ли нейтрально к этому относиться, по-философски, да, рамочки, границы там какие-то выстраиваете, может быть, пытались не брать близко к сердцу даже вот эти какие-то там, может, проявления кого-либо, может быть, вот эти сплетни. Тут, можно сказать, ангельское терпение у вас было. Или же вы, опять-таки, о людях лучшего мнения, чем они есть на самом деле. Какой-то запас вы им давали, я уж не знаю, как добродетели, да, допустим. Как вам сказать, вы, может быть, опять-таки, гадости, которые о вас говорили, а вы не до конца верили или не сопоставляли. Тут вот так вот. Или, в любом случае, как мы все сквозь призму собственного восприятия жизни вот, на все реагируем. Тут то же самое. Может быть, вы никогда в жизни такие гадости про человека на пустом месте не рассказывали, соответственно, и даже предположить не могли, что о вас такое говорят. А показано вас почему-то тут женщина красивая, но уставшая. Видите, хроническая какая-то усталость. У кого-то это, может, приболели, у кого-то это
элементарно режим сна не соблюдается. В общем, нужно заняться своим здоровьем, да, физическим, ментальным. У кого-то просто устали уже, карта рядом принц. То же самое, это может быть взаимодействие с каким-то мужчиной. Ну, как правило, это у меня проигрывается то ли постоянный ваш мужчина, то ли мужчина, который интересен, интересен не только вам. Принц — это социально вкусный продукт. Мужчина, который интересен многим женщинам. Некоторых, может быть, не свободен партнер этот. И то есть отношения мне вот показано, что, ну, это, допустим, одна сторона, да, тут окружение какой-то женщины не очень к вам почему-то как-то расположены некоторые. Может быть, повторюсь еще раз, зависть, сплетни какие-то, сплетни по-любому. А тут еще у вас, как будто бы параллельно с этим, еще не совсем все в личной жизни гладко, так бы как, ну, так как хотелось бы. По крайней мере, вы уже настолько устали, может, даже от попыток выстроить отношения с этим мужчиной, или даже, знаете, как все надежды оставьте в раздевалке, уже сами себе говорите: не хочу, это мне ничего хорошего не дает, я сама себя уже как будто бы этими надеждами, этими иллюзиями сама себя вот поддерживала, и ни к чему хорошему опять-таки это и не ведет, и, не, судя по всему, уже не приведет. Какое-то разочарование вот во взаимоотношениях идет, или даже в попытках построения этих взаимоотношений. Такая мне характеристика, девочки, сейчас пришла. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Что говорят о вас друзья и недруги? Этот расклад актуален тогда, когда вы его открыли. Что говорят о вас друзья? Что говорят о вас недруги? Что говорят о вас друзья? Что говорят о вас недруги? Что говорят о вас друзья? Что говорят о вас недруги? Что говорят о вас друзья? Что говорят о вас недруги? Ух ты, на недругов больше выпало карт. Ну, может, интереснее так даже. Друзья же, знаете, еще с позиции того, что, чтобы вас не ранить, могут как-то щадить, да? Так. Что говорят о вас друзья? Что говорят о вас недруги? Что говорят о вас друзья? Что говорят о вас недруги? Начинаем. Что говорят о вас друзья? Прям вот сейчас. Что-то страхи какие-то. Страх. Интересно. Одиночество. Страх с одной колоды вышел. Вот это страх. Тут карта одиночества у меня вышла дальше. И защита высших сил. И тут опять карта страхи. Карта смирения. Такие какие-то карты, знаете, не просто, как бы там сказать, ситуативные, да, вот в моменте, а тут какой-то как глобальный какой-то замысел. Вот тут как-то тут интересно, как будто вот, может быть, они считывают, говорят о вас друзья, может быть, о вашем состоянии каком-то. Ну, тут не сколько физическом, сколько психическое, какое-то психологическое, да. Ну, давайте сейчас. Ой, дальше. Сила. Что говорят о вас ваши друзья? Ну, давайте, как я это вижу. Говорят ваши друзья о вас, что на самом деле вы очень искренне. Вот карта, видите, девочка
радуется, тут птичка летает, да, девочка смеется, радуется. На самом деле вы очень искренний, наивный где-то человек. Карта Солнца, где-то большой ребенок, где-то можете быть, ну, как бы в моменте по-детски эгоистичны, но ну, это как детский какой-то такой эгоизм. Опять-таки, солнышко — это человек, который жизнерадостный, всех озаряет этой улыбками, радостью. Где-то с вас прям берут пример, хотят к вашей вот этой энергетике прикоснуться, с вами рядышком побыть, для того, чтобы даже кусочек взять этой энергии для себя. Но, при всем при этом, что вот такая, вот почему-то говорят друзья, что у вас сейчас какой-то очень тяжелый период в вашей жизни. И они видят, сразу говорю, они видят вас очень сильной, они видят вас женщиной, которая сможет все преодолеть, ей все по плечу, и вы взяли тут планочку какую-то. Тут карта идет шестерка жезлов, это карта победителя на коне. Еще карта сила, ну, отчасти это можно прочесть, что вы все равно выйдете победителями ситуации, и тут даже где-то не обязательно из позиции, вот там вы будете пробивать этот, знаете, стену лбом, да, прикладывать какие-то сумасшедшие усилия. Вы будете прикладывать, но вы можете их как-то и по-женски применять, вот тут какую-то женскую, ну, мудрость, назовем это, где-то хитрость, вот так вот. Вас видят женщина, которая может приручить, в классике женщина приручает льва, то есть она любое обстоятельство может как-то так, как-то обставить, да, эти обстоятельства. Она может где-то, ну, я не буду говорить это манипуляции, нет. По этой карте эта женщина знает свои ресурсы, может применять свои таланты, и там нет слова там токсично, это все экологично, но при этом она победитель. Как-то так. Так, ладно. Но при всем при этом, о чем я говорила? Говорят о вас ваши друзья, потому что сейчас очень тяжелый какой-то период. У вас очень много как будто бы тут страхи. Тут страхи, тут страхи. Может быть, это у кого-то связано, карта еще смирения, но мне отчасти похоже как родовое дерево. Тут защита высших сил — это мамочка с ребенком. У кого-то из вас может быть объективно какой-то не очень такой благоприятный, какой-то, может быть, тяжелый даже период. Там у кого-то, может быть, приболели близкие, родные, у кого-то у вас проблемы со здоровьем, у кого-то в семье проблемы. И тут как будто бы очень много страхов. Они, друзья, говорят о том, что вы переживаете, может быть, за свою семью, за свое дальнейшее какое-то, может быть, там положение, не обязательно там, ну, может быть, в семье, да, там, может быть, какие-то рабочие даже моменты. Ну, тут как будто больше. И тут еще тут больше какое-то такое вот эмоциональное какое-то ваше состояние, но при этом, знаете, как-то, может быть, даже вы стараетесь не навязывать общение свое. Вы, скорее всего, тут карта ракушка, да, смотрите, девушка такая маленькая, хрупкая, забивается вот эту раковину, как отшельник, да, и старается где-то со своими проблемами, она остается наедине. И где-то это даже ваш выбор. И тут карта одиночки, это одиночество. Почему-то говорят о вас, что, может быть, вы сознательно, как выбираете это одиночество, вам так даже проще справляться с какими-то трудностями, проблемами, с какими-то тут какая-то череда, вот, ну, не буду говорить неприятностей, давайте так, испытаний какие-то, которые выпали на вашу судьбу. И тут вот будто бы все равно вы верите в то, что все будет хорошо, вы пройдете. Но тут как будто бы одни испытания заканчиваются, да, начинаются, заканчиваются, вторые начинаются. Тут как будто бы с одними вроде вы только как-то распрощались, да, и при этом тоже вы как будто бы где-то это даже замалчиваете, в одиночку на себе все тащите, проживаете в одиночку даже. Старайтесь поменьше людям рассказывать о своих каких-то неприятностях, как будто бы если они узнают об этом, то вы уже говорите то ли постфактум, то ли
то ли как-то, знаете, так это сообщаете, при этом, ну, не манипулируете, ни в коем случае для того, чтобы там вызвать жалость или помощь какую-то у них попросить. Нет, это как, знаете, так вот как-то сухо можете даже об этом сообщить. Опять-таки, карта тут смирения. Это где-то, может быть, даже отчасти вы говорите, ничего страшного, я пройду, я сильная, я смогу. И они действительно видят вас победителем. Как будто бы у вас такой настрой, да, но тут как будто бы вы все, что могли вы сделать, вы сделали, а теперь только, ну, что остается, да, вот, как, вот тут у кого-то такая ситуация, девочки. Ой, так, что говорят о вас? О вас говорят. У кого-то, ну, не знаю, не хотелось бы мне тут карта соперница, пьянство, лотос, уж не знаю. Давайте так. Я часто не знаю, как эту карту читать, честно признаюсь, пьянство, потому что я сомневаюсь, что прям все злоупотребляют. Ну, давайте я это так прочту. У кого-то соперничество пройдет на работе, конкуренция на работе, может тяжелый какой-то период. И у вас просто элементарное желание где-то расслабиться, наконец-то. Вот это хроническая какая-то усталость, хроническое напряжение. И просто снять стресс хотелось бы. Ну, тут даже карта пьянства не в том плане, что вы там запойная какая-то, а в том плане, что хотелось бы где-то вот настолько расслабиться, а не совсем это получается. У кого-то это может быть даже разговор элементарно, да, я просто на человеческий какой-то язык пытаюсь это перевести. Может быть, там пытаетесь с подружкой с какой-то там периодически связаться и там говорить, да когда же мы встретимся? Вы говорите, да я не могу, у меня там на работе завал, аврал, там что-то вот давай я там разгребусь чуть-чуть со своими делами текущими, или там может быть проблемы с родными, близкими, или там в семье, да. И вы говорите, вот сейчас, и мы потом встретимся, может быть, где-то посидим там. Ну, кто кофейку попьет, а кто коньячок с кофейком. Но при всем при этом, у кого-то карта соперничества, это может быть тоже вот история. Так. В любом случае, не хочу сюда вот эти вот любовные треугольники, там вы соперничаете с кем-то. Может быть, вы говорят о том, что да, если у вас там есть мужчина, какой-то, или он вам нравится, может быть, у этого мужчины еще кто-то есть, то же самое. Могут говорить о вас, что если вы там являетесь там, понятно, частью этого треугольника, да, то есть не одна вы, то при всем при этом по карте солнышко и соперница вы все равно как-то выгодно отличаетесь, или же вы, ну, как вам сказать, хорошо держитесь, да, при всем при этом. И как будто у вас такой запал есть и потенциал есть. То есть в любом случае вы победителем выходите. Уж не знаю, из какой-то этой тяжелой ситуации. Подпишись на канал и поставь лайк. Если идет информация по поводу там вашей конкуренции в какой-либо, допустим, организации, фирме, конкуренция может быть, ну, за мужчину даже, да, у вас, допустим, если еще есть соперница какая-то, то тут такой нюанс. Ваши друзья вас считают по карте Лотос женщина, которая не будет прибегать к каким-то токсичным методам, манипуляциям, многоходовочкам, да, с таким подтекстом. Вас все равно видят человеком чистым каким-то, в плане карта Солнца, открытым, искренним. То есть вы можете одержать победу в этой конкуренции, но вы будете выбирать способы. Вот мне так идет. Потому что карта Лотос все-таки это о том, что этот цветок лотоса, он из ила, из грязи поднимается на поверхность воды, да, и распускается, и на этом белоснежном цветке нет ни капельки грязи. То есть даже если у вас там какое-то токсичное окружение, конкуренция и вправду там на работе, если там девочки в коллективе применяют всякие такие токсичные многоходовочки, ну вы стараетесь в этом не участвовать. Вот мне почему-то вот так вот пришло.
теперь смотрим, что говорят о вас ваши недруги. Ух ты! Вот мне нравится ситуация, когда недруги лучше отзываются, чем друзья. Ну, знаете, это дорогого стоит. Так, напрямую. Офигеть. Что такие карты интересные. Так. Вот. Сейчас доложу. Ваши враги, ну, недруги, да, могут говорить о вас. Так, нарцисс, сейчас я уточню. Это вы нарцисс? Нет, это какой-то мужчина в вашей жизни. Вот смотрите, о чем они говорят. Сразу уточнила, нарцисс это не вы. Почему-то вот они говорят о том, что вы можете делать выбор в сторону мужчин. Мужчин выбирать таких вот, ну-ка, короче, тут вышел нарцисс, да, самовлюбленных мужчина, который, ну, себя любит, себе ставит, себя на пьедестал где-то ставит, соответственно, и вы его как на пьедестал можете ставить. Вы можете, ну, из позиции тут эрос, страсть, то есть это может быть влечение, это совместное влечение, это можете создавать тут вплоть до того, что карта род, семья. Но по факту, девочки, почему-то карта, тут кандалы, видите, человек со связанными руками, и тут карта дерева. Почему-то они могут рассказывать, ваши враги, о том, что выбор вы делаете вот в сторону каких-то мужчин или какого-то конкретного мужчины. И этот выбор, он даже не то, что там он какой-то, вы чем руководствуетесь. Вы руководствуетесь, допустим, страстью, у кого-то любовь, у кого-то желание создать дом, семью. Но при этом потом как будто бы с этим мужчиной какие-то то ли трансформации происходят, то ли вы ему отдаете эту пальму первенства с очень негативным каким-то подтекстом. Или же вы находитесь в отношениях с мужчиной, который пытается то ли вашу свободу ограничить, то ли, ну, как-то на вас влияет очень, ну, токсичненько, вот так вот. При этом карта дерева, это у вас могут быть и совместные, тут карта род, детки, у вас семья, у вас может быть вот такой какой-то уже союз прочный. Но если у вас тут проблемы со здоровьем, а карта дерева мне часто говорит о здоровье, то тут вплоть до того, что могут разговоры ваши недруги вести о том, что вы сами где-то виноваты, потому что вы, может быть, многое позволяете этому мужчине. Или изначально как будто выбрали такого какого-то партнера, знаете, который, может, агрессивный, может, самовлюбленный, может быть, вы позволили ему как-то себя вести с вами не так как-то. Может быть, изначально было все совсем по-другому, а вот что-то как-то сломано, что-то вот в этих взаимоотношениях. И для вас это тяжелая ноша. То ли брак, союз с этим человеком. Ну, как-то тут характеристики на этого мужчину такие, не очень, честно говоря. И при всем при этом могут говорить о том, что изначально вы сама по себе карта одуванчик, легкость какая-то тут, как будто бы, может быть, ничего не предвещало, да? Может, вы, в принципе, очень коммуникабельная, веселая, общительная. Где-то вот эта карта, как наивность, какая-то как фантазерка. Где-то как розовые очечки. Вот тут, потому что тут это карта фантазии по семерке кубков. Видите, тут небеса разноцветные, тут как радуга, и тут какие-то конфеты летят с небес. То есть, может быть, вы как будто бы видите мир более ярким, более каким-то, ну уж не знаю, более сказочным, не таким, как остальные. Соответственно, вот эти розовые очечки вполне возможно и на взаимоотношения между мужчиной и женщиной это тоже распространяется.
как будто бы вот вы изначально входили в отношения с какими-то такими радужными ожиданиями, а по факту сейчас ну, какое-то разочарование в личной жизни, в союзе с кем-то. Но вот это вот враги говорят. Это я такое, с самого плохого начала. Для того, чтобы дальше, может, чуть-чуть подсластить вам. Так, о чем еще ваши враги, кстати, говорят? О том, что на самом деле у вас карта звезда. Тут и вы талантливая, очень привлекательная. Женщина, у которой опять-таки миссия, призвание, может, хобби какое-то, да? Выделяетесь очень, отличаетесь от многих. По звезде, повторюсь всегда, интеллект это выше среднего. Тут вас так и оценивают, то есть очень не глупая. Тут, смотрите, карта презент, подарок, и тут карта верность, семья. Это история о том, что на самом деле вас, ваши там недоброжелательные, они очень высоко оценивают. И они говорят, что вы на самом деле подарок для очень многих бы там мужчин были бы, да. Но вот тут как будто бы говорят, что но вы выбираете свой путь. Тут карта страшный суд, где-то как будто бы даже как закономерность какая-то происходит. Вот то, что вы выбрали, выбираете, да, вот, ну, понятно, каждый наш шаг, каждый наш там выбор влечет за собой череду этих последствий, да, каких-то того, что происходит в нашей жизни. Это по факту формирует нашу судьбу. Вот, кстати, ваши недоброжелатели могут говорить о том, что вот там вот она как-то не так, если бы она поступила, то ее жизнь бы к лучшему сложилась бы. Вот там выбор партнера, если бы она другого выбрала, а она могла бы выбрать, она на самом деле является, ну, как будто потенциал сумасшедший тут. Вот это враги ваши, вот так о вас говорят, недруги, что говорят, подарок. Она подарок была бы для любого мужчины там. По звезде, девочки, это же еще и ваши способности, наличие талантов, то есть даже вот, потенциал ваш, вы могли бы раскрыть. Тут говорят, что потенциал может в полной мере не раскрыт. Но вы как будто бы выбираете свой путь. И отчасти на этом пути, ну, они могут говорить, что она фантазерка, она как-то видит мир каким-то, ну, прям сказочным, таким, каким он не является. Потом как будто бы вот вы вот себе намечтали что-то, потом какая-то тупиковая какая-то ситуация, и вы уходите, ну, понятно, разочарование какое-то. Ну, каждый из нас, понятно, что это плоды, как вам сказать, собственных каких-то поступков, да, получает. Но тут вот как-то, может быть, говорят, что у вас сейчас какой-то такой период, где по карте страшный суд, это пришло время, как точки над «и» расставить. Пришло время, как будто бы, может быть, из этих розовых очочков посмотреть на ситуацию, опять-таки. Страшный суд, это о чем? Ну, кто-то, может быть, даже говорит о том, что ваши враги даже, да, говорит о том, что если у вас есть разочарование в личной жизни, да, то вполне возможно там увлечение эзотерикой, таро расклады, психология, это как компенсация, инициатива, как будто бы вы ищете, как вы можете, может быть, улучшить свою жизнь, подсказки какие-то. Ну, так вот могут даже говорить о вас. Ну, карта опять-таки ведьма ведающая, это обладающая тайными знаниями женщина, которая, ну, мудрая, тут мудрая, интуиция хорошо развита. Так, может быть, даже вот эта история какая-то, если они говорят о том, что там выбор партнера не совсем тот, с другим была там и счастливее, и там все остальное, да, качественнее жизнь была во всех там нюансах, то, может быть, они даже говорят, что сейчас вы как будто бы ищете те же ответы на вопросы, почему вы выбрали там какого-то партнера. Вряд ли, конечно, так враги прям задаются целью. Хотя, так разложить все по полочкам, что в вашей жизни происходит. Но тут идет какой-то вот анализ того, что у вас
было, что есть по факту, и вот как-то будто бы как подведение каких-то итогов. Даже за вас идет как подведение итогов. Так, основное, что говорят о вас ваши недруги. Ну, хорошая карта. Ну вот не знаю, но почему-то сейчас вот это для них актуально. Вот смотрите, как, может быть, именно в этот момент. Вот говорят, карта княгиня, это отчасти карта как императрица, тут звезда тоже. То есть на самом деле очень высокая оценка ваших, ну давайте так, интеллект, вашего интеллекта, вашей внешности, вашего умения даже где-то, как вам сказать, преподнести себя. Тут у кого-то из вас материальное положение, кто-то там оценивает это как-то так, даже если там вы, может быть, накопили что-то, уже заработали, какой-то статус. Вот почему-то тут многие вот даже это подчеркивают, что да, вот говорят о вас, что вот вы достойная, по их мнению, у каждого свои критерии. И при этом, говорят, карта мужчина и карта горы, трудности. То есть вы при, повторюсь, таком потенциале, при внешности, при всех достоинствах, как будто бы выбор мужчины. Вы сами выбираете мужчины, которые, карта горы, вам приносят, ну, давайте так, не неприятности, а трудности. То есть, другими словами, говорят, что вы не умеете выбирать мужчин. Да? Карта воительница. Это о чем? Карта карма. Как будто бы сейчас уроки вот вы в полной мере расхлебываете, уроки проходите, давайте назовем это так, что вам наоборот стоит, карта воительница, может быть, с более холодным сердцем, с холодным разумом подходить к выбору партнеров, что если бы, допустим, вы выбирали партнеров, ну, кто-то, может, скажет, надо быть более меркантильной, кто-то более прагматичной и практичной. У кого-то, может быть, скажут ваши там недруги о том, что если бы вы там хорошо взвесили, да, и разложили варианты какие-то, то они шли, допустим, по зову сердца, там страсть. Вот тут карта Эрос. Вот кто-то может просто даже между собой вас обсуждать и сказать, там, вот если бы она, допустим, не поддавалась там каким-то эмоциям, страстям, а была более меркантильной, циничной, то и жизнь у нее лучше была бы. Ну, я только так могу, девочки, это прочесть. По-другому я никак не могу. Но опять-таки у нас каждый сквозь призму собственного восприятия жизни это все оценивает. Поэтому вот так вот ваши враги смотрят на вас и так оценивают. Как всегда, в чужих руках все намного красивше, да? Ну, в любом случае, высокая оценка вас. Наверное, они хотят вам какой-то мудрый совет дать, да? А вы их не спрашиваете. Все, девочки, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.